кочевникам. Вы решите, мы направляемся в новую базу? Нет, этот сарай временно хранит наши качественные ресурсы. Бежим показывать ходуны? А вот и нет, это наша основная база. Давайте же разберем, как так вышло, что вместо основной мини-базы у нас громадный ангар. Последние несколько дней я усердно занимался строительством идеальной базы, которая способна просуществовать не один месяц без присмотра. Что уж только я не перепробовал. Ставил разные сундуки, банки, проверял потребление базы, считал стоимость разного типа и конфигурации стен, ломал и строил, строил и ломал, даже ставил сундуки на землю. И о чудо, самым долговечным строением оказалась база из ангарных ворот. Давайте же рассмотрим каждую из них. Это база из обычного легкого дерева. В ней 2 этажа. Здесь можно расположить 3 светлячка и на светлячки установить станки, самые необходимые там для крафта вебов, шафтов. Такая у меня была изначально цель, но на данный момент в этом нет необходимости. По поводу сундуков стоит отметить, что обычный сундук имеет 24 ячейки, белый сундук, а зеленый сундук имеет 33 ячейки и синий сундук имеет 40 ячеек, ну и так далее. Чем качественнее сундук, тем больше слотов в нем есть. Так что есть смысл ставить сундуки высшего качества, которые можете себе позволить, и я к этому стремлюсь. Сундук поддержки базы обычный, белый, самый простой. Смотрим, что у нас получилось. 1417 часов. Вот такая база, предназначенная изначально для парковки, у меня получилась. Это ангарные ворота 3 на 3 и 2 блока в высоту. Я сделал с этой стороны двойные ворота и с той стороны тоже двойные ворота. То есть можно заезжать с этой стороны, можно с этой стороны, в зависимости от того, какие волкеры. А внутри я поставил 2 на 1, собственно, базу. И таким образом у меня в данный момент помещается лодка, с этой стороны стилет. Этого пространства точно хватит для буйвола. И возможно, с этой стороны можно будет вот так вот вдоль припарковать, к примеру, топоган. И по поводу самого интересного нашей базы. База представляет собой строение из ангарных ворот 2 на 1 и 1 блок высотой. Я сделал 2 входа для удобства. Примостил здесь лестницу для того, чтобы было удобно перемещать сундуки ходуна на базу, из базы на ходун. Это удобно, когда крафтим или когда разгружаемся после фарма. У нас еще осталось место для других светлячков. Ну, пока у меня в этом нет необходимости. Я использую 3 сундука для обычных ресурсов. Ну и, собственно, сколько нам хватает нашей базы. 1500 часов. И это при среднем сундуке обычного качества. Если мы такого же типа Maintenance Chest установим синего качества, у нас будет 5000 часов. Наверное, если это будет гигантские, речь пойдет уже о поддержке на год. В планах у меня есть сделать отдельно парковку и отдельно такую же базу. Она будет 1 на 1, 1 на 1 или 1 на 2. Там будут храниться основные ресурсы, а парковка будет отдельно стоять. Таким образом мы получим на выходе базу самостоятельного существования. По поводу ходунов еще такой момент. Я читал, некоторые ребята ставят на пол сундук и станки, некоторые умудряются криво ставить стены для того, чтобы на них ставить сундуки. Ну, в этих случаях большая вероятность, что они при определенной какой-то буре разрушат. Могут простоять день-два, а потом начать дамажиться. Вы можете этого не заметить, как потерять все ресурсы. Эти светлячки, я их установил 5 дней назад. Ни один из танков, ни один из сундуков, ни сами светлячки, они не повредились. У меня был экспириенс установки светлячков на 2-м этаже. Я сделал 2-й этаж, пристроил к базе, загнал туда ходуны, на них поставил ветряки, и когда буря проходила, она крутила ветряки и генерировалась энергия. Ну вот они периодически телепортировались на 1-й этаж, потом опять появлялись на 2-м, и это была большая проблема. Так как они на улице были, я к ним приделал станок, который автоматически чинит ходуны. И при телепортировании на 1-й этаж они дамажились от бури, но не чинились. В этом была проблема. Такая же участь ждет и сундуки. Как показала практика ангарных баз и установки именно на землю, ничего с ними не происходит. Я их установил плотно, между некоторыми оставил большее расстояние, ну и наблюдал все эти дни, не сдвинутся ли они. Ни один из них никуда не сдвинулся, ни на дюйм. С сундуками все хорошо, то есть схема рабочая. Пользуйтесь.
Ну а на этом все, дорогие намады.